Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из формы сбора заявок ВКонтакте в виде новых событий в Google Календарь. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из ВКонтакте в другие системы. Например, вы сможете добавлять новые события в Google Календарь, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. Далее необходимо выбрать действие. Загрузить лиды New. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. При необходимости введите код авторизации. Далее необходимо выбрать группу, по которой вы хотите получать новые лиды. Теперь необходимо дать разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом ВКонтакте. После того, как доступ выдан, просто закрываем это окно. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе необходимо выбрать группу, по которой вы хотите получать новые лиды. Также необходимо отметить галочкой формы, по которой вы будете получать новые лиды из ВКонтакте. Если вы хотите получать лиды сразу по всем формам, выбираем соответствующую галочку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из лидов. Если на этом этапе данных нет, вы можете сгенерировать тестовый лид вручную. Для этого переходим в личный кабинет ВКонтакте. Далее необходимо перейти к настройкам приложения «Форма сбора заявок». Копируем ссылку на необходимую форму и вставляем ее в отдельной вкладке. Заполняем поля по лиду и кликаем «Отправить». Когда тестовый лид отправлен, возвращаемся в сервис Apex Drive и загружаем тестовые данные из ВКонтакте. Когда лид отобразился на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Календарь. Далее необходимо выбрать действие «Создать событие». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Календарь к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google и отметить все галочки доступа при необходимости. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее необходимо выбрать календарь, в котором вы хотите создавать новые события. Теперь вы видите данные, которые необходимо заполнить для создания нового события в Google Календаре при каждом новом лиде из ВКонтакте. В эти поля вы можете назначить переменные из ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter.
Если у вас нет необходимых данных для того, чтобы назначить дату окончания и дату начала, вы можете использовать системные данные. После того, как вы заполнили все необходимые поля, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google календарь в виде нового события при каждом новом лиде из ВКонтакте. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google календарь». После успешной отправки переходим в Google календарь и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google календарь успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!